Ух ты, ё-моё, Олег. Тут тачка стоит. Да. Нихера себе. Смотри, это Мерс. В этом видео я покажу вам сразу несколько заброшенных мест в Италии. Посмотрим на лабораторию, в которой некогда проводились запрещенные опыты над животными. Посмотрим на большой многоквартирный дом, где жильцы оставили интересные артефакты прошлого. Я покажу вам, с какими сложностями нам, сталкерам, порой приходится сталкиваться, и насладимся неожиданной находкой в гараже огромного поместья. Меня зовут Толяныч, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и невероятных историй. Приятного просмотра. Друзья, судя по информации, которая у нас была, это место должно быть интересное, должно быть с каким-то наполнением, но пока что мы видим, что с виду оно полностью размародерено. Я очень надеюсь, что внутри мы найдем что-то интересное. Сейчас мы разделимся, пойдем в разные части здания, чтобы побыстрее исследовать это место, потому что время у нас ограничено, у нас еще очень много крутых объектов впереди, и не хочется тратить время на пустые объекты. Поэтому разделяемся, смотрим, если здесь нет ничего интересного, двигаемся дальше. Это я, Дмитрий Мигрантов, Олег Прочанов, Толяныч. И проблема вся в том заключается, что наши ролики постоянно в одних и тех же локациях. То есть многие в комментариях пишут: да это неинтересно, вы там одни и те же ролики снимаете. Чтобы этого не происходило, сюжетная линия с этого момента у нас будет всегда разная. Как это будет происходить? Сейчас на плацдарме, здесь, после входа в эту, что это у нас, лабораторию, мы разделяемся с ребятами, и каждый идет в разном направлении. Потому как территория гигантская, поэтому ролики у всех будут разными. Поэтому ты должен зайти, посмотреть ролик у каждого на канале и оценить, у кого был лучше, в комментарии под этим видео. Однозначно. У нас свое мини-соревнование, так что обязательно переходите и смотрите все 3 версии. Но в первую очередь, конечно же, мою сначала посмотрите, а потом уже эти. Ребята направляются в эту часть здания, я иду вот сюда. Здесь даже кто-то заботливо поставил стул для того, чтобы можно было залезть наверх. Текс. Достаю фонарик и начинаем исследовать. Что это было за место на 100%, мы не знаем. Единственная информация, которая есть, это то, что у местных это место называется дьявольская лаборатория. Почему дьявольская, почему лаборатория, нам предстоит узнать. Здесь явно видно, что жил бомж. Вот такая вот большая карта мира. Вот и газовая горелка. Какие-то вещи, оставшиеся от бомжа. Но это нам не интересно. Давайте пройдем по этому корпусу, посмотрим, что здесь вообще есть. Такие места часто привлекают граффитчиков, какую-то молодежь. Вон, видите, звезда оккультная. Где, если не в таких местах, рисовать подобное? Я на 2-м этаже. К сожалению, все очень сильно разграблено, видно. Тут вот вроде какие-то намеки на какое-то оборудование. Не совсем понятно. Но помещение похоже на лабораторное какое-то помещение. Столы, микросхемы раскуроченные. Я думаю, что местные мародеры искали что-то ценное. Да, видите, вся техника, которая здесь была, вся разобрана. Думаю, любители наживы добрались сюда довольно давно. И все ценное, что здесь могло быть, уже давно отсюда вынесли. Видите, какой-то тоже осциллограф какой-то был. Да, ну, по этой комнате уже понятно, что это действительно была лаборатория. Чем она занималась, к сожалению, неизвестно, но мы попробуем, если найдем какие-то еще предметы, возможно, попытаемся понять. Вот.
Пойдемте дальше, посмотрим, что еще здесь есть. Напротив тоже была комната, похожая на, видите, какую-то лабораторную. Тоже все раскурочено. Здесь тоже какой-то есть прибор. Дуплекс процессор Шантон Эллиот. Возможно, кто-то знает, что это такое, ребят. Пока что каких-то химических признаков, колбочек, всякого такого я не вижу. То, что я находил раньше в других лабораториях. Тут, похоже, что-то другое. Да, помещения практически полностью пустые. Смотрите, какой-то интересный такой стол низкий. И здесь из него что-то торчало, непонятно что и для чего. Информацию про эту лабораторию оказалось найти непросто. Ее практически нет, и только на одном из форумов удалось кое-что найти. В 1923 году в небольшом итальянском городе Кадоньо открылась лаборатория под названием Вита. Руководил ею известный биохимик доктор Энрико Марчелли. Первоначально лаборатория занималась исследованиями в области химии и биологии, направленными на улучшение сельскохозяйственных технологий. В 1935 году с ростом политической напряженности в Европе лаборатория получила значительное государственное финансирование для проведения секретных исследований. Это позволило ей расширить спектр своих работ и начать проводить эксперименты, которые до этого момента были невозможны. С 40 по 70 год Вита превратилась в закрытый научно-исследовательский центр, где проводились эксперименты на животных, таких как крысы, кролики и собаки. Эти опыты были направлены на разработку новых химических соединений и биологических агентов. Однако в 1975 году лаборатория внезапно закрылась. Официальной причиной назывались устаревание оборудования и недостаток финансирования. Тем не менее, ходили слухи о небезопасных условиях работы и неэтичных экспериментах над животными, которые могли стать настоящей причиной закрытия. После этого здание лаборатории было заброшено и начало постепенно разрушаться. Я сразу не заметил, здесь еще есть вот такая вот инкубационная капсула, смотрите. Друзья, смотрите, здесь на территории этой лаборатории стоит вот такая вот здоровенная штука. Что это? Непонятно, на водонапорную башню не похоже, может быть какая-то была антенна или типа того. И там вот внизу есть еще несколько зданий, они с виду тоже пустые, но для галочки обязательно нужно их будет проверить. Сейчас поднимусь на 3-й этаж и потом уже перемещусь во двор. Я вернулся на 1-й этаж, только с другой стороны. Тут тоже видно были какие-то лабораторные комнаты. О, смотрите. Это похоже на какое-то складское помещение. Здесь даже что-то осталось. Интересно. Такие бутылки. Чем-то даже похожи на детские с соской. Только, конечно, это не они. Вот. Емкости такие. Вот. Ну и сверху такие же бутылки. Пластиковые какие-то штуки такие, смотрите. Ага. Так, а что у нас тут? Тут тоже
какая-то лабораторная комната. Тоже такие же бутылочки, пластиковые емкости. И какой-то прибор. Смотрите. Запах тут, конечно, максимально такой неприятный. Знаете, смесь бомжей и мочи. Это не та заброшка, скажем так, по которой приятно лазить и приятно ее исследовать. Погнали в подвал. Учитывая уровень размародеренности этого места, удивительно, что отсюда не забрали провода и все остальное. Я уже вижу кое-какое оборудование внизу. Так, сейчас спустимся, посмотрим, что тут. Текс. Вот это у нас что такое? Интересно. Я думаю, сюда что-то засыпалось. Возможно, измельчалось. Такая поменьше. И еще одна такая же. Так, что тут написано? К сожалению, эта информация мне никак не поможет. Смотрите, флаг СССР на заброшке в Италии. Прикольно. Тут тоже что-то интересное. Опять же, смотрите, кабеля никто не позабирал. Не эти... как они называются, забыл. Ну, вы поняли. Какие-то печки. Тут при выходе, ребят, валяются старые мониторы. Смотрите, сколько их. Лет им, наверное, уже 20-25. Вот эта огромная штука. Для чего она была нужна, не знаю. Сейчас попробую, если через заросли пройду, попробую заглянуть внутрь. Может быть, какая-то подсказка найдется внутри. Ага, тут трубы и лестница наверх. Возможно, все-таки водонапорная башня, просто какая-то необычная, которых я раньше не видел. Красиво, когда место зарастает, вот так вот. Единственное, жалко, что здесь мало чего осталось. И мы можем наслаждаться только торжеством природы, но не сохраном. Слушайте, может быть, это была кухня? Смотрите, вот это похоже на плиту. Хотя... Нет, это не плита. Это что-то другое. Видите, торчат какие-то тоже штуки. Какая-то лабораторная приспособа. Очень много мух. Я не понимаю, откуда здесь столько мух. И все-таки, ребята, это красиво. Посмотрите, как все поросло. На полу мох. Стены тоже поросли мхом. А тут картина еще круче, друзья.
Смотрите. Как все плющом поросло. Ну и, к сожалению, куча бутылок, мусора. Видимо, итальянцы не очень заботятся о чистоте своего дома, скажем так. Друзья, буду очень благодарен, если вы найдете возможность поддержать канал на Бусти. По цене чашки кофе вы получите доступ к десяткам эксклюзивных видео не только про заброшенные места, но и другие мои приключения прошлых лет, в том числе запрещенные Роскомнадзором и Ютубом путешествия на грузовых поездах. Ссылка в описании. Тут еще раз здание и два здания. При входе нас встречает рисунок, который говорит, что нужно одевать защитные очки и забрало. Возможно, что-то летело здесь в лицо. Сейчас попробуем понять, если здесь что-то осталось. Ага, станок. Это дрель. У нас, видимо, была что-то сверлили большое. Стеллажик небольшой. Да, оно такое ржавое, что, думаю, заброшено оно уже не один десяток лет. Томас. Блин, смотрите, как классно оно все паутиной поросло. Прям кайф. Ух ты, смотрите, как... Ребят, смотрите, как деревья выросли прямо внутри. Офигеть. Сейчас я камеру просуну. Смотрите. Это просто офигенно. Пробили крышу и выросли огроменные деревья. В соседнем здании тоже, по-видимому, были какие-то лаборатории. К сожалению, мы застали этот объект не в самом лучшем состоянии. Видно, что его давно разграбили. Это стало отличным домом для бомжей, наркоманов и, вероятно, для молодежи, желающей уйти подальше от глаз бдительных родителей. Тем не менее, парочку интересных кадров здесь снять удалось, и пора двигаться дальше. Друзья, прямо напротив виллы мы заметили пятиэтажный заброшенный дом. Вход сюда, в принципе, не заблокирован, и мы решили просто ради интереса зайти и проверить, а вдруг там тоже есть классный сохран и получится снять еще один ролик. Тут тупик. Да. Ну вот есть дверь, но она, скорее всего, заблокирована. Да. Надо в тот подъезд идти. Ух ты! Охренеть! Тут такое. Ну, конечно, не такое, но чтобы ни одному не было обидно лезть. Охренеть, ты смотри, что здесь, ё-моё! Я такого в жизни не видел. И лестница наверх. В квартиры лестница. Да? Да.
Смотри, здесь даже что-то осталось. Фига себе. Смотри. Я был настроен максимально скептично по поводу этого здания, но на удивление здесь даже что-то есть. Нифига себе. Охренеть. Я был прям уверен, что это пустое здание. В итоге не просто что-то есть, а даже очень даже ничего так. Причем здесь много квартир. Здесь ванная, смотрите, вот такая была. Тут лестница. Нет, никуда не ведет лестница. Ага, замурована. Нормально тут мебели пооставалось. О, нифига себе. Даже бытовая техника есть. Фига себе. Стиралка. Газовая плита. Причем в хорошем состоянии. Такое ощущение, что сложили и, видите, да, слаживали посуду. Планировали все это забрать. И, возможно, еще заберут. Нормас. Вот такая вот находочка. Неожиданная. Там бытовая техника стоит. Panasonic есть? Есть. Фига себе. На кассетах? А ты медали видел на входе? Нет. 1924 года. Нет, где на входе? Сразу в входе. Да? Не обратил внимания. Ну тут просто мебель. О, а вот и лестница дальше. Тут, походу, еще квартиры, смотрите. Сундук какой-то. Не, закрыт. Швейная машинка. Есть или нет? Заблокированная. Ладно, хрен с ней. Пусто. Да, видимо, жильцы отсюда просто съехали, все важные вещи позабирали и сложили, что-то хотели еще, видимо, забрать, ну, либо просто забили хрен на это, либо еще вернуться. А вот вилла виноделов, которую мы снимали только что. Так, друзья, попадаем в некий гараж. Ух ты! Ё-моё! Ребят, вот эта находка сразу. Охренеть! Винишка? Вот какой. 4-й, что ли? Ну, это шампанское, да? Похоже. Смотри, чтоб если шампанское, чтоб не это. Да, бахнуть же может или нет? Нет, выдавил папу, скорее всего. Я видел там в одном потоке. Вот какой. Хочешь забрать одну бутылочку, распить? Нет, мутнина такая, пить не хочу, но... Не знаю. Хотя мы в прошлый раз ролик с киевской снимали, и она нахлебалась вина этого, и я потом начал расследование. Вот. И оказывается, что в вине нету ботулизма. Я думал, что в вине, ну вот любых там квашеные огурцы, к примеру, если они стоят больше там 5-6 лет, в них может ботулизм появиться. А в вине ботулизма нет. Представляешь? Угу.
То есть оно конвертируется только более в уксусную составляющую. Там можно больше, наверное, составом отравиться, но бактерий как ботулизма нет. Вот так вот. Вот то, что я сразу не заметил при входе. Медаль 1924 года, точнее даже 2 медали. Какая-то грамота. Мы продолжаем наше путешествие по Италии, двигаемся к заброшенному отелю, который сейчас прямо передо мной. Вот он, прямо по курсу. Есть ли туда доступ, мы пока что не знаем. Сейчас будем разведывать местность, обстановку, искать вариант попасть внутрь. По нашей информации, там внутри должен быть достаточно хороший сохран. И отелей, по крайней мере, у меня еще не было, тем более с хорошим сохраном. Я надеюсь, что у нас получится туда попасть. Вход мы вроде бы нашли. Здесь висит предупреждение о том, что вход воспрещен, приватная территория. Мне нравится, что там шланга висит. Ага, тут, к сожалению, входа нет. Нету? Присядь, присядь. Друзья, только что пробовал, специально для вас еще раз на камеру покажу, что, к сожалению, бывают вот такие места, куда мы физически, в силу своих крупных габаритов, не можем попасть. Смотрите. Вот я пытаюсь пролезть, да. Вот, смотрите, у меня просто плечи не проходят. Ну еще ты скажи, что там решетка острая. Если даже протискиваться Я как щас желе, покажу. ты разрежешь все сюда. Сейчас покажу. Вот здесь штырь торчит, решетка. Это был у нас отель, в который мы, к сожалению, попасть не смогли. Друзья, мы пробираемся по территории огромного то ли поместья, то ли виллы, то ли замка. Посмотрите, здесь целые джунгли. И нам сейчас предстоит подняться в гору, где стоит огромное здание. Но есть одна маленькая проблема. Олег с Димой здесь были несколько месяцев назад, и все залазы в дом были запилены. Вот. Но мы все-таки решили, сейчас я покажу, да, следы, Олег говорит, но свежие. Но мы решили все-таки проверить, мало ли, вдруг за эти месяцы кто-то сюда лазил и распилил залаз. Какой-то осел. Я не устану повторять, друзья, что, к сожалению, заброшенные места имеют срок годности. Какие-то сносят, какие-то реставрируют, а какие-то запиливают наглухо, как в этом случае. Мы обошли здание со всех сторон. Я даже слазил на другую сторону и проверил там, но, к сожалению, вариантов попасть внутрь не нашлось. На решетку наварили свежий пруд, хотя даже без него я бы туда не пролез. В теории можно было взять инструмент и распилить залаз. Но мы этим не занимаемся, потому что это уже совсем другая статья, и никакое заброшенное место того не стоит. Это место яркий пример того, что заброшку всегда нужно исследовать до конца. В прошлый раз Олег с Димой не нашли гараж, на который я обратил внимание в этот раз. Здесь вы были? Здесь были? Нет, что? Может быть, отсюда проход в дом есть. Ух ты, ё-моё, Олег. Тут тачка стоит. Да. Нихера себе. Нет. Камер нет, смотри. Ну, прохода в дом нет. Капец. Капец, тут барахла. Смотри, это Мерс. Это ты мне еще тихо говоришь? Нормас. Смотри, он
еще в неплохом состоянии, благодаря тому, что он под крышей все это время стоял. А ну, дверь открывается? Да нет, ты что? Закрыто, да? Понятно, сюда скинули весь хлам с дома. Конечно же, я разузнал для вас, что это за автомобиль. Это Mercedes-Benz W123, выпускавшийся с 1976 по 1985 год. Он славился своей надежностью, долговечностью и комфортом. Этот классический автомобиль предлагался с широким выбором бензиновых и дизельных двигателей, а также в различных типах кузова – седан, купе и универсал. Ключевые плюсы включают отличное качество сборки, безопасность и простоту ремонта, но есть и минусы, такие как высокий расход топлива и подверженность ржавчине. В целом W123 остается культовым автомобилем, ценимым за классический дизайн и высокое качество. Дверь таки казалась открыта, да. Слушай, хорошо сохранился. Друзья, порой заброшенное место по времени не тянет на полноценный ролик, и я делаю такой формат. Надеюсь, вам понравилось, и буду ждать от вас обратную связь в комментариях. Напоминаю, что вы можете поддержать канал на Бусти по ссылке в описании и получить доступ к десяткам эксклюзивных видео. Благодарю всех за просмотр, скоро увидимся.